Итак, ритуал, который я хочу подарить всем, он очень важен и нужен каждому человеку, и совершать его нельзя часто, а только в тот момент, когда нету сил, когда уже некуда бежать, когда отчаянный момент, когда преследование, когда боль, когда страх, когда безысходность. Вот в этот момент можно провести этот ритуал. На самом деле здесь после прошлого ритуала остались свечи, они должны догореть. Вам для такого ритуала достаточно одна свеча. Либо темного цвета, либо восковая. Нужно поставить на стол и начитать 7 раз. Это ритуал спасения, можно сказать. Называется «Открытие двери судьбы». Я уже говорила о том, что мы создаем в голове виртуальную реальность, а потом это становится настоящей реальностью, реальной, визуальной. То, что мы видим, ощущаем и трогаем. И виртуальная реальность, которая в нашей голове, не менее важна. Потому что если вы посмотрите вокруг себя, те здания, которые построены, сначала были проектированы в голове, а потом построены на самом деле. Точно так же строится и судьба, и жизнь, и прочее, прочее. Итак, в виртуальной реальности, в ритуале мы стучимся и просимся к судьбе. Мы стучимся в дверь судьбы и просим помощи от нее. И получаем. Этот ритуал желательно не так часто проводить. Еще раз говорю, самые отчаянные, трудные моменты жизни. И вас услышат. Когда у вас все получится, как только у вас появятся деньги, это не только для денег можно провести. Бывают моменты, когда ребенок в опасности. Бывают моменты, когда... Всякие бывают моменты. Сейчас люди в плену, бывает, находятся в наше страшное время. Попросить за своего ребенка, за своего друга и прочее, прочее. Вы должны сначала 7 раз повторить этот заговор, точнее заклинание, наверное, более так подходящее, после чего сказать то, что вы просите у сил, и получить. Когда у вас все получится, определенную сумму выделите и оставьте где-нибудь. Не малую, не мелочь, не что-нибудь еще. Оставьте где-нибудь. Вот вы знаете какую-то семью рядом, которая трудно живет. В их почтовый ящик киньте письмо с этой суммой. Скажите, что эта сумма предназначена им в подарок от неизвестного там друга. Например, да, чтобы человек не пугался, откуда эти деньги появились. Оставьте где-нибудь, не знаю, на скамейке. Дайте пенсионерке и так далее. Сделайте доброе дело. И потратьте определенную сумму. Ведь если судьбоносный был вопрос, и ваш человек любимый, или друг, или брат, или кто угодно вернулся живым, невредимым, или вы смогли пройти страшные испытания, или преследовавшие вас люди вдруг от вас отстали, с ними что-то случилось, их убрали с вашего пути, или вы остались не на улице, а дома, и вы смогли спасти свой дом, имущество и прочее, прочее, я думаю, что стоит, да, немножко расшириться и поблагодарить судьбу за помощь и спасение. Вот, собственно, это будет ваш откуп. А теперь перейдем к сути. В комнате, где вы будете это проводить, не должно быть никого. Животных можно пускать. Они безобидны, и кроме того, у них очень сильная связь с потусторонним миром. Они мешать не будут. Итак, напомню, читайте 7 раз, после говорите вашу просьбу. Например, пожалуйста, помогите мне, чтобы случилось то или это, или чтобы эти отстали, или чтобы я получила эту работу и так далее. Кому что нужно. Я встану на перекресток 4 дорог, подниму руки к небесам, обращу призыв к великим силам.
Обратите свой взор на меня. Откройте спасение дверь. Имею право, согласно справедливости, стучать в дверь судьбы и получить спасение. Заклинаю силой и памятью предков, живыми богами, древними силами и силой справедливой судьбы. Откройся, дверь спасения. Откройся, дверь спасения. Откройся, дверь спасения. Услышьте меня, боги. Я пришла за спасением. Я буду спасена. Да будет так. Да будет услышана моя мольба. А благодарность моя последует. Заклято. 7 раз прочитали, потом говорите свою просьбу. Пальцами тушите свечу. И, собственно, все. Можно провести любое время, дня и ночи, когда у вас есть желание. И как только получится то, что вы просите, а это получится, потому что еще ни разу не было, чтобы не получалось, вы со своей стороны сделаете то, что я вам сказала. И это будет ваша благодарность и откуп. И в следующий раз, когда вы еще раз обратитесь, они вам уже, то есть еще раз помогут. Но если вы не сделаете, как я говорю, в следующий раз вам помощи не будет. Вот, собственно, и все. Дарю вам. Пользуйтесь.